В моем детстве на вопрос, кем ты хочешь стать, практически все мальчики отвечали космонавтами, ну а девочки, соответственно, балеринами. Ну и даже если девочке хотелось бороздить просторы космического пространства, ну как-то это все было не по-женски. Сейчас мир изменился. Поэтому теперь мечтой стало не просто побывать в космосе, а стать первой женщиной, которая ступит либо на Луну, либо даже на Марс. И именно здесь, в наземном экспериментальном комплексе, готовят к таким полетам. И вот здесь с мужчинами придется посоревноваться, но уже сейчас можно сказать, что женщина ступит на этот корабль. Женщина на корабле к беде, как всегда говорили. Сейчас уже таких предубеждений нету? Нет, уже давно нет таких предупреждений, и как бы история нам доказала, что женщины на корабле скорее это большой плюс, чем какой-то минус. Ну вот как раз будем о плюсах. Я так понимаю, что конкретно проект «Сириус» там всегда присутствовали женщины, но до этого в экспериментах их не было. Почему? Что изменилось и почему решили именно вот в этом проекте их включить? Ну что изменилось? Времена изменились. Теперь стало очевидно, что экипажи, которые однообразны по полу, их уже исследовали, и теперь нужно что-то новое, нужно двигаться дальше. В нашей 4-месячной изоляции у нас было строгое распределение по ролям в экипаже. То есть был командир экипажа, врач экипажа, борт-инженер и специалисты, скажем так, которые моделировали деятельность ученых. Список требований, в общем-то, похож, наверное, на тот, который предъявляют космонавтам. И я пришла к выводу, что все-таки надо попробовать самой, чтобы уже точно знать, что раздражает, что лучше вообще не делать. Вот. Ну, а что, наоборот, как-то положительный фидбэк вызывает. Ну что, пошли? Что здесь происходило? Вот что это за помещение? Это наш самый большой модуль, он достаточно объемный и делится на несколько секций. Вот эта секция отводилась под склад. Соответственно, здесь на полках, которые вот промаркированы разными обозначениями, у нас хранились вещи. Это был наш склад, где было оборудование, где была еда. Здесь висит турник. Да. Вы тоже используете турник? Да, конечно. Но я не смогу подтянуться, я просто немножко повешу вам. Ну вот так мы делали. Сейчас я буду делать SimSkill. Это симулятор стыковки кресла пилота, потому что я сегодня пилот. Я посмотрела фильм документальный «Слетать на Марс и не сойти с ума». Так. Поэтому у меня прям большой вопрос по поводу того, что вы в своей семье сказали, что никаких нагрузок особых таких глобальных не будет. Вот. И там, в этом фильме, мало того, что там люди практически реально сходили с ума, так еще и их семьи не знали вообще, где они находятся и что с ними происходит. Чем принципиально отличается ситуация в 70-х от Сириуса сейчас? А может быть, например, воздействие, скажем так, радиационное. Вот нас не облучали. Поэтому если это считать серьезной нагрузкой, то такого не было. Но помимо этого у нас были многочисленные эксперименты с физическими тренировками, это серьезная нагрузка. У нас было много психологических экспериментов, физиологических экспериментов. Вообще вся наша жизнь в изоляции, она выглядела так. Каждую неделю нам приходит расписание на неделю, где расписан каждый час с 8 утра до 11 вечера. И все, что ты делаешь, ты живешь, это называется циклограмма. Вот мы жили по циклограмме. Стефания, расскажите, пожалуйста, поподробнее про первичные эксперименты. Мне сказали, что они очень сложные, не все далеко их проходят. И когда был Марс 500, то женщины как раз и не смогли пройти, за исключением одной, которая была в запасном экипаже. Что вы проходили? У вас было 4 месяца. В первую очередь идут тренировки физические. То есть нужно отработать всю программу
Исследователи должны знать, какой у тебя максимальный уровень там выносливости, сколько ты бегаешь, как ты бегаешь. Сколько километров? Вот как раз проверяется. То есть есть, например, какие-то максимальные нагрузки, когда ты вот прям на пределе работаешь, все, пока ты не говоришь, все, я больше не могу. Еще какие были испытания? Кроме этого, кроме физических тренировок было много разных. То есть там бег не только на активной дорожке, но еще на пассивной дорожке. Я ее, честно говоря, терпеть вообще не могла. Очень сложная штука и очень необычный вид нагрузки. Пассивная дорожка была разработана для космонавтов на МКС, а может быть еще и на Мире, то есть еще и раньше. В космосе она выглядит немного иначе, потому что там есть система притяга, ну, естественно. Полотно здесь передвигается твоими собственными усилиями. И по ощущениям, сможете попробовать, как будто бежишь по мокрому песку. Ты должен двигать полотно сам. Ничего себе. Это нужно темп контролировать. Да, там, конечно, темпы, и потом ты выберешь постановку своего тела, на что надо давить, скажем так, да. Чем? Конечно. 4 месяца. От чего нужно было отказаться в обычной жизни? Первое, от чего нужно было отказаться совершенно, это интернет и телефон, потому что у нас не было здесь доступа ни к Wi-Fi, ни к интернету, была только своя небольшая сеть, через которую вот мы обменивались сообщениями с наземными бригадами. Это напрямую взаимодействовать нельзя ни с кем. Нельзя просто взять телефон и позвонить там домой, например, или друзьям. Нет, все проходит вот через такой круг. Вся информация попадает только в форме фотографий в лучшем случае. Что ели? Здесь были запасы еды. Да, еда у нас в основном была сублимированная, то есть это сухие наборы, например, сухой рис, гречка или что-то, что нужно разводить кипятком. Кроме того, у нас была еда из тюбиков, несмотря на то, что это скорее такой анекдот, но у нас щи, борщи тоже были из тюбиков. Так их сейчас уже нет, Их да? сейчас уже нет, но тем не менее мы все-таки проигрывали и такой вариант развития событий. Это наша столовая обеденная зона. Здесь мы собирались трижды в день. Я даже сделала поварской колпак, но тут его носили по очереди. Мы устраивали пиршество, насколько это было возможно. Наш борт-инженер, девушка Дарья, она очень любила как раз что-то такое приготовить необычное из обычных продуктов, вплоть до мороженого. Да, у нас были там сухие сливки, сахар. Что-то как-то она там какую-то магию прикладывала ко всему этому, но было вкусно. Гайс, вам есть что сказать? Здравствуйте. Вот вас 6 человек. Как-то вы распределяли, не знаю, вот по принципу женщина на кухне, мужчина там, не знаю, ну, конечно, за мамой-то он вряд ли побежит, бежать некуда. А мужчина на диване, да? Да, мужчина на диване что-то смотрит. Ну, были какие-то вот такие распределения обязанностей? К счастью, нет. И, в общем-то, это заслуга как раз нашего командира, потому что он сразу сказал, что у нас не будет, типа, женское дело, не женское дело. Эксперименты все общие. Во всех экспериментах участвуют все. Едят все, нет какой-то отдельной кухни, посуду моют все, уборку делают все. И мы просто делили, то есть у нас, например, были дежурные, какие-то скомпонованные группы дежурных, которые, например, в этот день отвечали там за то, чтобы накрыть на стол, помыть посуду. Никто никому передников там не дарил на кухне, и нет, никаких там обязанностей не было. И, в общем-то, все это с радостью поддержали, и мне кажется, это было правильно. И было бы странно, если бы было по-другому. А у нас еда всегда сопровождалась какими-то очень бурными обсуждениями, воспоминаниями еще. Ну, то есть это было знакомство, которое перерастало как бы в дружбу. Только в дружбу? Да. Просто как раз по поводу гендерных вот этих взаимодействий говорят, что в этих проектах это самое сложное. Взаимодействие мужчин и женщин. У нас не было трудностей именно в преодолении гендерного барьера, потому что не было никакого барьера, все нормально друг с другом общались. Каждый человек выполнял роль какого-то специалиста, и эта роль была не так, что ты ее играешь, а ты являешься этим человеком.
Вот, поэтому, наверное, первое, что вот в данном случае всех объединило, это такое уважение друг к другу. Какой был момент, наверное, который может быть преградой? Не то чтобы разный возраст, а, скажем так, уже, наверное, разный социальный статус, потому что среди нас был космонавт, летавший, то есть герой России, и такого человека сложно просто назвать другом. Это был как раз наш спортзал, наше место для физических тренировок. Вот здесь располагалась обычная беговая дорожка электрическая, здесь была пассивная, тут стояли велотренажеры. Здесь, в общем-то, происходили все наши тренировки в рамках различных исследовательских программ. Здесь у нас располагался душ. Душ был один, им можно было пользоваться раз в 10 дней. Угу. Душем раз в 10 дней? Раз в 10 дней. Тренировки были каждый день через день, в зависимости от программы, а душ всего лишь раз в 10 дней. Хотели, чтобы мы отказались от водных процедур вообще. Вот он небольшой, но очень уютный. Потому что на борту станции, как известно, никаких душей и подобных водных процедур нет. Есть только набор гигиенических салфеток. Они разной величины, и, соответственно, вот можно ими обтираться в любимое время. Гигиена, она же посложнее, чем мужская. Прокладки. Все это было, да. Это как бы не проблема для космоса в том числе. Как вообще в космосе это происходит? Также женщины используют определенные гигиенические принадлежности. Мы можем опираться сейчас в основном на отзывы наших астронавтов, так как космонавтки уже давно у нас не летали на МКС. Но это не та проблема, которая может нас остановить. А это туалет, да? Да, туалет. Туалетом-то можно было пользоваться больше, чем раз в 10 можно дней? было пользоваться. Но тоже были свои нюансы. Например, у нас были исследования, когда нам нужно было собрать мочу. Это исследование длилось несколько суток, и, соответственно, все, что мы выделяли, нам нужно было разливать в разные банки. У нас были большие банки, маленькие банки, шприцы и здесь самые маленькие банки. И все эти 2 суток, они повторялись там каждый месяц. Все испытатели ходили, с этими большими пакетами. Сразу видно, кто куда и зачем пошел. И во время изоляции такие социальные условности, они стираются. Ты понимаешь, что есть вещи, которые тебе нужно сделать. Это исследование, ты не можешь этого не сделать. И это делают все вокруг тебя. Поэтому все воспринимается нормально. Но ты очень много говоришь такого с позиции исследования. Тебе самой было сложно? Прям честно. Для меня, наверное, большей сложностью было люди все, которые попали в экипаж, они все были не знакомы между собой. То есть, кто-то где-то кого-то видел, кто-то где-то слышал, но мы были не друзья, мы были не товарищи. И во время подготовки к эксперименту у нас не было возможности узнать друг друга как, скажем так, людей, потому что все были именно завязаны на каких-то исследовательских вещах. И только попав в эксперимент, мы стали видеть друг друга, у кого какие привычки, у кого какие особенности, кто как шутит, кто как смеется, кто над чем смеется, скажем тогда. И именно с этой стороны адаптироваться к жизни с 5 людьми, с которыми ты просто бок о бок 4 месяца, но которых ты не знаешь, и только в процессе знакомства, это было сложно, по крайней мере для меня. Ссоры были? У нас были такие горячие обсуждения каких-то вещей, связанных с расписанием, с выполнением методики. То есть, более того, у нас были такие намеренные провокационные эксперименты, когда нам давалась какая-то задача. Например, нужно было выбрать планету, пригодную для жизни. Нам давался список планет и информация по этим планетам. Но оказывалось, что у каждого в тексте информация немного разная. А каждый человек должен был сам решить, какую планету, выбираем для жизни. А мы-то думали, что у всех информация одинаковая.
Провокация на ссору. Да, да. Каждый отстаивал свою позицию. Ну как, ну почему ты не понимаешь? Ну все же очевидно. Тут же вот черным по белому написано, а потом оказывается, что у него под черным по белому написано совершенно другое. Стефания, ну ты же психолог. Неужели вот у вас прям настолько идеально 4 месяца прошло, и люди настолько прям сошлись, что ни конфликтов таких прямых, ничего не было? Прям 4 идеальных месяца. Я не могу сказать, что это идеальные месяцы, потому что каждый из нас понимает, что нет конфликта, потому что есть камера. Если вы поднимете голову наверх, то вы увидите, вот, например, сразу ряд камер, которые отслеживали круглосуточно. Мы все время под наблюдением. И мы понимали, что если мы дадим себе волю и проявим какие-то свои эмоции, которые испытываем в данный момент, то все это пойдет в какой-то протокол, потом на этом будут строиться какие-то исследования, будут делаться какие-то публикации. И, честно говоря, это очень сдерживает. Тебе хотелось проявить эмоции? Да, конечно. В каких случаях? Были случаи, когда я не разделяла какие-то общие решения, которые принимались по поводу того, как дальше действовать. Были случаи, когда я не разделяла чью-то отдельную, например, позицию, или мне казались там неуместными какие-то комментарии. Но каждый раз приходилось терпеть. Ты плакала когда-нибудь за эти 4 месяца? Нет. Не доводили тебя? Нет. Но были же случаи, да, на космических станциях, когда забирали людей из-за несовместимости. Это довольно провокационный вопрос, который, наверное, надо задавать где-то в центре подготовки космонавтов, потому что такая информация, как правило, она, если испускается, то уже в довольно таком переработанном виде. Все, через 10 минут закрываемся. Ну как ты? Отлично. А вообще были какие-то романы? Романы любовные? Нет, это не та история, это точно. Даже намеков не было? Нет. Ни флирта, ничего? Ну, по крайней мере, со мной никто не флиртовал. Каюты. Довольно тесное помещение. Мягко скажем. Похоже на поезд. Да, мы тоже шутили на эту тему много. Но слышимость как бы очень хорошая, поэтому Кто-то храпел? перестукивались. Да. И как бы мне лично не говорили, но... Тут мы хранили личные вещи, как бы мест для хранения мало, личных вещей нам тоже много было брать с собой нельзя. А что взяли? Были ограничения. Брали в основном фотографии близких, книжки, резинки для волос. Ну, такие, в общем, как бы мелкие штучки. Но должна сказать, что у нас были очень удобные матрасы. Они тоже, кстати, были частью какого-то исследования. Очень интересное здесь – это особенности освещения. Освещение нам вообще подбирали, которые имитируют рассвет и закат, скажем так. Вот, например, то есть можно было переключать на разные очень режимы. В предыдущих экспериментах, когда не моделировалась такая система освещения и, может быть, более-менее удобные спальные места, всегда наблюдались расстройства сна. Ночь и день перемешиваются, и это очень сильно сказывается на работе, потому что циклограмма остается прежней, и, естественно, это сказывается на самочувствии. В нашем эксперименте впервые мы не зарегистрировали таких нарушений сна. А были какие-то проверки в части сна, там, где не спали там, по 36 часов? Были, да. Когда, например, нам говорили, что там, в 9 часов вечера должен пристыковаться грузовой корабль. И, соответственно, мы должны быть там готовы этот грузовой корабль принять. Но в 9 часов вечера приходит радиограмма, и нам говорят, что там в связи с какими-то техническими трудностями корабль не пристыковался, как бы ждите через 2 часа. И так проходит всю ночь. То есть каждые 2 часа сразу возникает вопрос, что делать. Мы уже понимаем, что, скорее всего, он не пристыкуется, но ложиться ли спать? Самое сложное испытание за все 4 месяца? Испытание, в смысле эксперимент или какое-то событие? Провокацию. Практически уже в заключительные недели
нам приходит радиограмма, что мы должны пройти собеседование с психологом, который отвечает за какой-то большой очень цикл, в том числе американской программы. И, в общем, это будет такое прям собеседование с тестированием, где с нами поделятся частью каких-то результатов, которые уже психологи получили. Ты становишься к камере лицом, ты ничего не видишь, но тебя, конечно, видят с той стороны. Я, значит, захожу, становлюсь, и вся такая, там, добрый день, здравствуйте, очень приятно, вот я Стефания, давайте работать. И мне с таким совершенно холодным тоном отвечает какая-то незнакомая женщина, так очень презрительно. Типа, вы вот проходили тестирование, у вас там самые плохие результаты из экипажа. И ты думаешь, что? Ну и ладно, ну и плохие, а почему она со мной так разговаривает? Я сижу сначала как бы мне по себе очень некомфортно, очень неприятно, но, наверное, минут через 5 ты начинаешь, ну, как бы уже приходит осознание, что наверняка это тоже какая-то постановочная история, видимо, какая-то стресс-проверка, и надо просто не поддаваться, вести себя прилично. А кто-то из экипажа не выдержал какую-нибудь провокацию? Нет, все выдержали. Но у нас все-таки довольно опытные были члены экипажа, то есть это не простые люди, которые вот первый раз пришли и тут оказались. Это была комната отдыха, она была гораздо более уютной. Сейчас уже, конечно, так ее немножко поотшарпали, потому что готовят к новым экспериментам, соответственно, тут будут вноситься какие-то изменения. И здесь у нас была виртуальная реальность, установка виртуальной реальности. Тоже такая очень необычная штука, прям голова кружилась, действительно. Всякие там марсоходы и все такое. Здесь мы вечерами смотрели сериальчики. Сериальчики? Конечно, Что да. здесь показывают? Ну, нам присылали, как бы мы делали какой-то запрос, нам присылали там сериалы, клипы, знакомились с современным творчеством музыкальным наших американских коллег. Если нас что-то интересует, мы оформляем запрос, и они нам по вот внутренней сети как бы либо одобряют этот запрос, тогда высылают какую-то информацию, ну, либо по какой-то причине не одобряют и не высылают. Что-то не одобряли? Ну, вот. Мне нет, я не знаю, может, кто-то что-то спрашивал. Но... Еще мы здесь нашего робота собирали. Какого робота? У нас была, короче, такая задачка. У нас была коробка со всякими штуками, какими-то там платами, датчиками, чего-то. И нам нужно было придумать, что из этого собрать. И для чего, зачем. То есть. И оказалось, что это довольно тоже так сложно, что можно придумать. В общем, у нас было 2 недели, по-моему, на это задание выделено. И мы думали, пересобирали какие-то... Там сначала какой-то трактор получился, еще какая-то история, не знали, что с этим делать. И в какой-то момент уже как-то все так отчаялись и как-то подзабросили. А в оранжерее у нас был такой игрушечный попугай, он сидел на клетке. И как раз Райан такой, значит, стоит что-то как-то рядом с этим попугаем и говорит, а давайте мы типа его засунем, поменяем ему начинку, вытащим из него, там у него какой-то синтепон и сделаем типа робота из этого попугая. И все такие, блин, ну окей, делай. И он начал что-то мастерить, у него стало получаться, все присоединились. И в итоге у нас был попугай, который ты проходишь мимо, он реагирует на движение, он машет себе крылом. И если спросить у него, сколько дней осталось до завершения эксперимента, у него такие были типа часы, где там еще шел какой-то вот отсчет, можно было это узнать. Привет! Кстати, я его потом к себе забрала, сейчас он живет у меня. Классно. Но вообще эксперимент можно было закончить в любой момент, по вашему желанию. Да, это одно из главных таких условий. Любой испытатель может выйти из эксперимента, закончить его в любой момент по своему собственному требованию и имеет право не объяснять причины. Чем это грозит? Конечно, каких-то санкций непосредственно к человеку применяться не будет, потому что это его право, и он своим правом воспользовался. Но когда ты принимаешь такое решение, ты понимаешь, что ты несешь ответственность за то, что ты прерываешь какую-то большую исследовательскую программу. Конечно, просто себе представить такое, как ты берешь и уходишь, ну, это довольно жутко. Были мысли такие вообще у кого-нибудь? Это скорее, я как бы про других не скажу про себя, как страшный сон. Вот ты проходишь, так и думаешь, вот представляете, сейчас я возьму, там дверь открою и выйду, и что будет?
Ну, это просто жутко, то есть у тебя аж прямо так немножко дыхание спирает в этот момент. Думаешь, господи, нет, ни за что. самолет. Да. Вот иногда, наверное, есть люди, которые сидят в самолете и думают, а что будет, если я сейчас это окно открою? Потому что такой там дерну за ручку. Высадка на Луну состоит, скажем так, из двух больших частей. Непосредственно сама высадка, это вот эти яркие все операции, когда скафандры, вид и все. И вторая часть — это жизнь в посадочной капсуле, потому что посадочная капсула — это очень небольшое такое пространство ограниченное, в котором неделю должны функционировать 4 человек. Это было 2 мужчин, 2 женщин, кто непосредственно вот приземлялся в этой капсуле. Ты тоже там была? И я была там, да, как врач экипажа. И вот в посадочной капсуле нет никаких кают. Просто 4 койки, шторки и все. Здесь? Да, сейчас мы посмотрим. Это то единственное, что обеспечивало нам какое-то личное пространство, собственно, только шторы. А все остальное время 4 человека вот в таком маленьком модуле занимаются исследовательской программой, просто проводят свободное время. Здесь же мы ели, здесь же мы спали. Собственно, небольшие удобства. Естественно, никакого душа, ничего такого. Это было что-то новое. Как бы через 3 месяца ты уже привыкаешь, осваиваешь программу, ты уже привыкаешь жить по циклограмме, и уже становится, ну, так немножко скучно, но вроде бы как бы расслабленно, хорошо, но уже ты знаешь, что у тебя будет завтра. А это прям такое разнообразие, какой-то свежий ветер, прям что-то новое. Наверное, сложно, если дольше. 7 дней прям нормально. А чем вы занимались, ну, помимо исследователей? А мы очень рано спать ложились. Поэтому мы практически отсыпались здесь. Так чуть-чуть поели, поболтали, и все, и баньки. Ну и, собственно, через этот люк и осуществлялся непосредственно выход на Луну. Собственно, это пространство, это моделирует Луну. Это Луна, это лунные камни. 2 наших космонавтов, полностью одетые в скафандры, со связью, с телеметрией. Они выходили сюда на поверхность, выполняли здесь задачи различные. Нужно было брать пробы грунта, нужно было измерять уровень радиации, нужно было чинить луноход. То есть такая насыщенная была программа. Это сложно? Это сложно в том отношении, что нужно координировать свои действия таким образом, чтобы они адекватно отображались. Это сложно, потому что выход на поверхность Луны — это такое очень значимое событие. Ребята, которые выходили, они говорят, что это вау вообще, что это просто офигеть. Говорят, мы прям почувствовали себя космонавтами. Особенно как бы ценно такое замечание от космонавта, который... Знаешь, что такое скафандр не понаслышке? Прям очень зрелищно, очень красиво и очень-очень впечатляюще. Это как бы цель. Мы же не просто сидим, мы осуществляем перелет с Земли на Луну и провести определенный анализ местности, чтобы в дальнейшем, возможно, именно в этом месте можно было построить базу. Специалист по внекорабельной деятельности Райнхольд. Но у вас было 2 иностранца. Да. Им было сложно или вам с ними? С иностранцами было классно. Они пытались учить нас английскому, мы пытались учить их русскому. Один из иностранцев как раз был выходец из постсоветского пространства, и у него с русским как бы все было окей. Второй, как раз Райан, он русский, был в процессе изучения русского языка, причем очень неплохо с этим справлялся. Ладно, все, давайте, пошли. Увидимся. Все, давай. Пока. Будем скучать. Командир сразу научил его там разным словечкам, типа братан, братан, и вот они. И надо сказать, что до сих пор сейчас Райан работает с нами уже по другим линиям, но вот этого братана он прям принес в себе до сих пор, и даже на каких-то официальных встречах или мероприятиях вот так типа перемигивается. Ну, я же братан. Вы прилетели, да, эксперимент закончился. Как выходили, что было, какие ощущения? Вообще, конечно, было странно.
потому что я ожидала, что 4 месяца в изоляции скажутся на мне, и вот я там переосмыслю свою жизнь и приду к каким-то серьезным заключениям, и что-то поменяю взгляд, и как-то там определюсь с какими-то вопросами, которые у меня были. И ничего из этого не произошло вообще, то есть вот никакого переосмысления, там, никаких глубоких рассуждений, нет, ничего этого не было. Поэтому, когда эксперимент подошел к концу, даже стало как-то немножко обидно, ты думаешь, блин, да что же я тогда лично для себя, как для человека отсюда вынесу? Как же так получилось, что вот я не чувствую, что это меня изменило? И вот двери открываются, я выхожу, и именно в момент вот этого выхода ты вдруг чувствуешь, как тебя накрывает какой-то невероятной вообще волной эмоций, которые раньше ты никогда, ну, у меня никогда в жизни до этого такой прям волны эмоциональной не было. Это вот какое-то такое чистое счастье. Я не знаю, почему. Вроде бы казалось, что и не было каких-то там конфликтов, и не было так сложно. Но вот ты выходишь, и вот это вот какое-то счастье свободы. Спасибо всем большое за то, что это было возможным, за то, что вы сделали это реальностью. Спасибо.